Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Сильный дождь, принесенный зоной низкого давления над Бенгальским заливом, вызвал наводнение в штатах Телангана и Андхра-Прадеш в Индии с 6 сентября 2021 года. За 24 часа в Телагане выпало 390 мм осадков. Сильный дождь выпал на землю, уже насыщенную дождями в течение предыдущих 6 дней. Дороги были заболочены, и движение в низменных районах города Варангал остановилось. Из-за поврежденных дорог некоторые сельские районы оказались изолированными. По имеющимся данным, как минимум 3 человека погибли в результате наводнения в Телангане. Между тем, в соседнем штате Андхра-Прадеш 2 человека погибли в отдельных инцидентах из-за проливных дождей в районе Вест-Годавари 6 сентября 2021 года. В ближайшие дни количество осадков в регионе, вероятно, уменьшится. Однако Центральная комиссия по водным ресурсам Индии сообщила, что в Телангане и Андхра-Прадеше повышаются и предупреждения остаются в силе. Многие плотины и водохранилища заполнены до предела, что делает вероятным сброс плотин и увеличивает угрозу наводнений для населенных пунктов ниже по течению. В ближайшие дни ожидается усиление количества осадков на западе и северо-западе Индии, включая штат Махараштра. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, в деревне в индонезийской провинции Восточная Нуса Тенгара рано утром 4 сентября 2021 года унесли жизни как минимум 2 человек, а еще один пропал без вести. По меньшей мере 26 жителей деревни Инерия в районе Нгада были вынуждены покинуть свои дома после стихийного бедствия. И, как сообщается, не менее 5 жилых домов были смыты наводнением. Местные власти в настоящее время ищут пропавшего без вести человека. Индонезия вступает в сезон дождей, как объявило в конце прошлого месяца Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике. Ида была 5-м по величине штормом, обрушившимся на США, когда он достиг Луизианы 29 августа 2021 года как ураган 4-й категории, принеся максимальные устойчивые ветры со скоростью более 240 км в час и нанеся ущерб в десятки миллиардов долларов. Большинство подтвержденных смертей произошло в Нью-Джерси и Нью-Йорке. По меньшей мере 64 человека погибли в США после того, как северо-восточные штаты страны пострадали от рекордных осадков, принесенных штормом Ида. Среди погибших по меньшей мере 4 человека, которые умерли от отравления угарным газом в Луизиане, 2 погибших в Миссисипи после проливного дождя, вызвавшего обрушение шоссе, и несколько человек, погибших после того, как их автомобили были снесены наводнением. По крайней мере 11 человек погибли в Нью-Йорке в результате затопления квартир и подвалов. Большинство из тех, кто пострадал в Нью-Джерси, утонули после того, как их автомобили попали в наводнение, а некоторых унесло, когда они вышли из автомобилей в быстро движущуюся воду. В настоящее время предпринимаются меры по очистке улиц и дорог от разрушенных машин, грязи и мусора. Хотя Нью-Джерси и Нью-Йорк потратили миллиарды долларов на улучшение защиты от наводнений после урагана Сэнди, который затронул регион в 2012 году, большая часть этого финансирования была направлена только на прибрежные районы. На Сахалине в России нехорошие люди-браконьеры массово вырезают горбушу. По просьбе местных жителей полевая группа общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» 2 сентября 2021 года обследовала реку Лозовую, Макаровский район, где им удалось обнаружить огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Оказалось, что браконьеры ловили только для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег. Рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, давностью менее суток, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей. Это значит, что незаконный вылов продолжался более недели. Таким образом, было брошено гнить не менее 100 тонн горбуши.
Иногда такие новости очень сильно поражают наше воображение. Как можно было допустить подобное? Напишите, что думаете в комментариях. Во время сильной грозы, которая обрушилась на провинцию Шаньдун в Китае, было зарегистрировано по меньшей мере 12 разрядов молнии, ударивших в один и тот же фонарный столб за считанные секунды. Впечатляющее явление заснял на видео житель города Циндао. Мужчина снимал шторм над городом 31 августа 2021 года. Он направил камеру телефона на надвигающиеся облака, когда молнии начали ударять в столб одна за другой. Множественные удары произошли менее чем за 10 секунд. Очевидец отступил в здание, осознав опасность нахождения на улице в грозу со включенным мобильным телефоном. На ранних стадиях развития грозы воздух действует как изолятор между положительными и отрицательными зарядами в облаке, а также между облаком и землей. Когда противоположные заряды накапливаются, изолирующая способность воздуха разрушается. Происходит быстрый разряд электричества, который является молнией. Эксперты считают, что молния действительно поражает одно и то же место более одного раза, вопреки представлениям о ней. Это может быть случайность, когда разряд происходит рядом с предыдущим ударом молнии в течение короткого отрезка времени. Когда же молния поражает что-то на Земле, этот объект посылает слабый сигнал вверх, который присоединяется к разрывающейся вниз вспышке и создает связь. Более высокие объекты с большей вероятностью образуют восходящий канал. На способность Земли проводить электричество локально влияет содержание соли и влаги. Центральные части Мексики охватили проливные дожди, вызвавшие разрушительные внезапные наводнения. 6 сентября 2021 года в городе Экатепек, штат Мехико, бурный паводок сносил машины и заливал подвалы зданий. Во время стихийного бедствия погибли 2 человека. За 90 минут в Экатепеке и его окрестностях выпало 24 мм дождя. Многие автомобильные дороги были заблокированы, что вызвало транспортный хаос. Спасатели использовали грузовики и автобусы, чтобы помочь людям выбраться из затопленных районов. По данным властей, наводнения захлестнули 19 районов муниципалитета Экатепек. Это уже второе сильное наводнение в центральной части Мексики за прошедшие несколько дней. 2 сентября 2021 года проливные дожди вызвали переполнение рек в нескольких муниципалитетах штата Морелос, расположенного в 100 километрах к югу от Экатепека. 3 же сентября на западе страны ураган и проливной дождь вызвали паводок в муниципалитете Тлакепаке, штат Халиско. Более 1000 домов были повреждены, а глубина паводка местами достигала 50 сантиметров. Вот и все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропускать следующих выпусков. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.